Лошадь очень выносливое и спокойное животное, но в моменты опасности в ней просыпается гнев, а красота и сила превращаются в невероятную мощь, от которой невозможно отвести взгляд. Посмотрите, какими бывают лошади в ярости, где всего лишь один удар копытом способен решить исход схватки. Лошади – это невероятные создания, сочетающие в себе скорость, грацию и мощь. Ее сила, а особенно сила ног, не перестает восхищать и удивлять, ведь когда лошадь делает мощный удар, это выглядит очень эффектно и ощущается, как если бы сама земля задрожала. Недалеко от лошади активно бегала косуля, это напугало лошадку, и она стала обороняться. Каждое ее движение является результатом сложных механических процессов, в которых сочетаются мышечная сила, выносливость и природная гармония. В ее мощных ногах скрыта энергия, которая способна разрушить все на своем пути. Нужно понимать, что лошадь бьет некоторых животных, которые к ней пристают, не со злости, а прежде всего из инстинкта самозащиты, и это ее естественная реакция на угрозу или дискомфорт. Выгуливая свою собаку, лучше взять ее на поводок, чтобы не возникало никаких конфликтных ситуаций, ведь реакция одного из животных может быть непредсказуемой. Удар лошади – это не просто движение, а выражение всей ее мощи и внутренней силы. За этим стоит не только скорость, но и колоссальная физическая подготовка. Сила ее ног сравнима с ударом молнии, а точность этого удара вызывает восхищение, ведь лошадь может точно попасть ногой в цель, даже если она движется на огромной скорости. Кони – социальные животные, и их поведение может быть довольно сложным. В стаде существует определенная иерархия, где старшие или более доминантные лошади могут проявлять агрессию к более слабым или молодым, чтобы утвердить свой статус. Кобыла ведет себя яростно и неотступно защищает своего жеребенка. Видно, как эта лошадь долго терпела наглецов, которые играли с ее хвостом, дразнили и дергали, но всему есть предел. Теперь эта команда надолго запомнит безобидный хвостик. Мощные удары позволяют лошади успешно обороняться и атаковать с невероятной силой, что делает ее одной из самых крепких животных на Земле. Особенно тяжеловозные породы, которые отличаются массивным телосложением и способны перемещать огромные грузы. Они могут тянуть грузы, вес которых в десятки раз превышает их собственный вес. В основном лошади дружелюбные животные, но они часто пугливые из-за инстинктов, что проявляется в панике при резких звуках или движениях. У каждой лошади свой характер, и это зависит не только от нее, но и от того, как с ней обращаться, и если лошадь чувствует угрозу, то она без колебаний будет защищаться. В идеале, в стаде лошадей должно быть достаточно спокойное взаимодействие между взрослыми и жеребенком. Однако, если взаимодействие между ними организовано неправильно, это может привести к агрессии. Мать может защищать своего жеребенка примерно от нескольких дней до 6 месяцев, так как этот период варьируется и зависит от конкретных обстоятельств. Эта лошадь много раз давала понять наглым псам, что к ней лучше не приставать, но ее терпение было не безграничным. Немецкая овчарка отличается своей смышленностью, но ей очень захотелось цапнуть лошадку за ногу, и это было большой ошибкой.
После этого случая она будет более осторожной. Каждый ее шаг и каждый удар – это результат долгих тысячелетий адаптации к жизни на открытых пространствах. Сила удара помогает лошади защищаться от хищников, а ее скорость и выносливость спасают в условиях открытой местности. Лошади превосходят собак в выносливости на длинных дистанциях, тогда как самые быстрые породы собак могут бежать быстрее лошадей на коротких отрезках. Но есть и породы лошадей, которые также быстро бегают. Например, американский квартер-хорс разгоняется до огромной скорости 75 км в час на коротких дистанциях. Для любой лошади такие сокрушительные удары – это прекрасный способ защиты, инструмент для того, чтобы отогнать врага или победить в бою. Даже тибетский дикий осел кианг не такой простой, как кажется, и может дать отпор целой стае волков. Кианг отличается от лошади более длинными ушами, стоящей гривой, хвостом с кисточкой и отсутствием каштанов на задних ногах. В отличие от домашней лошади, он является диким животным, живущим в высокогорных Нагорьях Центральной Азии. Кианг хоть и крупнее домашних ослов, но уступает по величине лошадям, и его сложнее приручить. Можно смело сказать, что этот дикий осел относится к роду лошадей и считается близким родственником куланов. При желании лошадь может сбить с ног любого противника, и чаще она использует свои задние ноги для того, чтобы развить максимальную скорость. Именно эти мышцы создают мощный импульс при ударе. Удар лошади также объясняется ее развитием в природе, ведь сила ног и способность к быстрым движениям – это еще и следствие эволюции, направленной на выживание. Эти животные такие сильные благодаря своей физиологии, включая большой объем легких и сердца, а также уникальную сосудистую систему, работающую как естественный насос в копытах. Их организм приспособлен для работоспособности и эффективной переработки растительной пищи, что обеспечивает им мощную мускулатуру и выносливость. Лошади также способны к анаэробному дыханию, что позволяет им выдерживать высокие нагрузки и выполнять тяжелую работу. Анаэробное дыхание у лошадей – это способность организма производить энергию в условиях сильных физических нагрузок, когда доступ кислорода ограничен. Такая способность открывает доступ к практически бесконечному резерву энергии для кратковременных, но очень мощных усилий. Лошади обладают уникальными особенностями, такими как панорамное зрение и способность спать стоя благодаря особому строению суставов. Глаза лошади являются самыми большими среди всех наземных млекопитающих и позволяют видеть почти на 360 градусов. Они обладают цветным зрением и хорошо видят в сумерках, но могут плохо различать предметы вдали. Посмотрите, как умело эта изящная лошадка дает отпор наглой и задиристой собаке. В большинстве случаев лошади избегают конфликта и предпочитают отступить, тем более они очень маневренны и могут быстро увернуться от атаки собаки или другого соперника. Часто жеребцы дерутся между собой по причине конкуренции за доминирование в стае, и это помогает установить иерархию. Хлесткие удары копытами, а также фееричный бросок на землю выглядит очень зрелищно. Удары лошадей могут быть болезненными для собак, и даже один легкий пинок может отпугнуть собаку. Восхитительно выглядит битва, когда две лошади, ослепленные яростью и блеском солнца, столкнулись в вихре пыли и звона копыт, словно два живых шторма. Их гривы метаются, как языки пламени, а земля дрожит под тяжестью древнего инстинкта силы и свободы.
Внезапное появление злой собаки слегка напугало лошадь, но она не растерялась, сначала попыталась скрыться, а уже потом перешла в контратаку. Эти впечатляющие удары стали одним из символов силы лошади, ее способности преодолевать препятствия и достигать высоких целей. Когда лошадь защищается и бьет, это не просто физическое действие, а проявление всей ее природы, стремление к максимальной эффективности, скорости, мощи. В этом и заключается ее уникальность. Спасибо за просмотр, дорогие друзья! Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.